Рада всех приветствовать в саду с феями. Сегодня выполняю обещание наглядно показать, как переносят нахождение в саду домики из бумажной глины. В моем саду есть два домика, которые прожили там под открытым небом 2 полных сезона. Это мой самый первый проект. Сделан он из бумажной глины по первому попавшемуся рецепту из интернета. В лепке он меня не устроил, и я начала искать дальше. Вскоре обнаружился рецепт от творческой мамы, по нему я сделала еще один домик и начала коллекционировать рецепты и экспериментировать с ними. Первый домик был сделан в январе, к весне уже был готов рецепт, которым я пользуюсь до сих пор. Эксперименты с ним, конечно, продолжаются и сейчас, но пока ничего лучшего не придумалось. Из бумажной глины по новому рецепту я сделала маленький пробный проект. На стеклянном стакане был сделан слепок, снят со стакана, высушен и оформлен под простенький грибок. Оба домика стояли без какого-либо постамента, просто на голой земле или в траве. Точнее и там, и там. Задача была проверить их в самых жестких условиях эксплуатации. Первое лето разница была незаметна. После долгих дождей домики становились слегка мягкими на ощупь, потом просыхали и снова становились твердыми. К середине второго лета ситуация изменилась. На первом домике начал трескаться лакокрасочный слой, и к осени домик уже стал сильно нуждаться в реставрации. Краски и лак на домиках одинаковые. Отличия. Разные рецепты глины. В первом случае в составе значительно больше бумаги, нет мыла, есть крахмал. Ну вот это то, что я о нем помню. Разная конструкция. Первый на твердой основе, второй полый. Разная подготовка к покраске. В первом случае обычный недорогой праймер, грунтовка глубокого проникновения для помещений. Во втором жидкий силиконовый гидрофобизатор для наружной отделки. Кстати, тоже самый недорогой. Этот домик остается жить в саду. А этот я буду реставрировать, и в дальнейшем он будет стоять где-то под крышей, просто как память. Надеюсь, что снова увидимся достаточно скоро. Как обычно, я вся в проектах. Работаю сразу над 2 домиками для интерьера. Оба проекта будут работать от электрической сети. В процессе 2 новые бутылки и 2 видео готовы к монтажу. До новых встреч в саду с феями.